Наконец-то Sony научила свои смартфоны переключаться во время видеосъемки между модулями камер. Прогресс, однако, как же мы все долго этого ждали. Нихао, комрад, ты на канале Марк Викторсон, и в этом коротком ролике я с тобой поделюсь своими первыми впечатлениями от Xperia 1 Mark IV. Смартфон, конечно же, очень однозначный, в том плане, что это традиционная для Sony поделка. Как всегда, в бочке меда ложка дегтя, и это перегрев. Смартфон очень быстро нагревается. Во всех предыдущих Xperia это было проблемой, но здесь это возведено в абсолют. Смартфон может за 30 секунд видеосъемки на улице выдать предупреждение и где-то через минуту вырубить видеосъемки, потому что ему слишком жарко. Это реально катастрофа. Такого я еще не видел. Ну, процессоры год от года становятся прожорливее, теплее, поэтому не мудрено. Но как можно было выпустить смартфон с неюзабельной камерой? Однако на предыдущих Xperia этот косяк исправили с обновлениями, и здесь тоже имеет смысл подождать обновлений, которые устранят нагрев. Вопрос только в том, сколько ждать. А так, в принципе, я не страдаю, потому что для шедевров у меня есть камера. Дальше, во всем остальном здесь полный порядок, полный Google Experience, никаких проблем с уведомлениями. Ты просто устанавливаешь приложение, и оно, работает. Нет, ну конечно, на китайских смартфонах это решается один раз. Настраиваешь, и все. Но здесь даже этот один раз не нужен. Все само по себе работает из коробки. Очень и очень здорово. Дальше. Наличие слота под флешку, аудиоинтерфейса, индикатора уведомлений. Это фишки, которых нет в других смартфонах. И поэтому говорить, мол, несовременно. А что современно? Стриминговые сервисы? Сейчас объясню на пальцах, почему люди, которые считают, что стриминговые сервисы это круто, на самом деле ошибаются. Вот у меня музыка на флешке. Я ее перенес пальцами вот так вот, мгновенно. И вся моя музыка здесь хранится. Во-первых, ее скачивание не отняло у меня аккумулятор. Потому что вы, скачивая музыку в первый раз на новом смартфоне со стриминговых сервисов, скачиваете ее с интернета, у вас потребляется энергия. Здесь на доступ к данным не тратится энергия. Во-вторых, вся эта музыка, которую вы со стриминговых сервисов слушаете, она скачивается во внутреннюю память смартфона и кэшируется там, чтобы вы ее во второй раз прослушивали, не скачивали заново. Она отнимает память в смартфоне. Здесь память в смартфоне не отнимается. Как же это несовременно? Кошмар. Поэтому, на мой взгляд, сетовать на то, что это несовременно, глупость. И такое новшество, как аудиоразъем, у меня куча вещей, подключающихся к аудиоразъему. Тот же самый микрофон, вот этот вот микрофон, я могу на улице подключить микрофон, радиоинтерфейс. Все это работает и все это здорово. Это не недостаток, это дополнительная фишка, для которых нужно найти применение. То же самое, что 4К 120. Вот есть 4К 120 здесь. Кто-то скажет, нахрен оно нужно, а кому-то оно важно. Если вы не умеете применять какие-то фишки, не значит, что они не нужны. Подумайте, кому они могут быть нужны и как их использовать. Потому что тот же самый Axon 40 Ultra, да, там есть 4К 120, но чтобы ими пользоваться, нужно уметь ими пользоваться. Поэтому смартфон, как всегда, в своем репертуаре. И я могу только похвалить его за наличие этих фишек. И напоследок, самое главное, как всегда, оставляю наконец. Автономность. Это просто зверь! Я не ожидал прироста в автономности от того, что они увеличили на 500 мАч аккумулятор. Вот в предыдущей Xperia 4500, здесь 5000 мАч. Он просто не садится за день. Спокойно 7-8 часов автономности от одного заряда. Это просто какое-то торжество. Я реально, вот у меня смартфон сейчас 26% показывает не потому, что он у меня разрядился, а потому что я его со вчерашней ночи не заряжал. Это реально круто. Я не ожидал такого от Sony, потому что предыдущие смартфоны Sony немножко расстраивали по автономности. Здесь полный порядок. В любом случае, полный обзор на Xperia ждите через несколько недель. А тем временем подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я время от времени пощу какие-нибудь новости. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока!